Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о том, что нужно сделать, чтобы быть здоровым. Первое, как мы уже говорили, самое главное, это, конечно, энергия. Соответственно, нужно активировать свою энергетику. Почему? Потому что будет энергии много, вы всегда будете здоровым. Какая бы проблема ни была, она будет компенсироваться вашей энергетикой. Сильная энергетика, организм может компенсировать эту проблему. Что бы там ни было. А когда энергетика слабая, то тогда все болячки начинают вылезать и проявляться. Поэтому самое главное – энергия. Мы уже говорили, что самый простой способ активировать энергию – это просто прокручивание энергетических чакр своих. Самый более такой действенный способ – это атипичное неправильное дыхание, там по Бутейко или по Стрельниковой. Тоже время от времени. Не надо все время так дышать. А просто, если хотите, надо зарядиться, например, 2-3 раза в день дышите по Бутейко, например. Можно так сделать. Но самый лучший способ активации энергии, конечно, это физическая активность, побегать. Плюс к тому, что бег будет активировать вашу энергетику, плюсом будет еще и то, что вы с помощью этого же бега будете убирать, снимать свои стрессы. Помните, мы говорили, что при стрессе идет потеря энергии. Да? То есть вы побегаете, вы одновременно зарядитесь, и одновременно все побочные эффекты вашего перенесенного вами стресса тоже уберете. То есть вы будете избегать проблем с нарушением оттока из полости черепа венозного, то есть, соответственно, гидроцефалии избежите. Вы будете избегать проблем с нарушением притока крови к головному мозгу. Вы будете избегать проблем с нарушением функции желудка и двенадцатиперстной кишки, с проблем с желчеотделениями. Не будет у вас никогда образовываться камни в желчном пузыре и так далее, и так далее. Куча проблем, которые связаны с половой функцией, с простатой, с маткой. То есть это все тоже убирается путем бега. И вместе с убиранием последствий перенесенного стресса. Таким простым способом вы всегда сможете поддержать здоровье своего организма. Что еще нужно делать? Обязательно, конечно, нужно восстанавливать кислотно-щелочной баланс нашего тела. Наше тело преимущественно щелочное. Есть места, где есть кислая среда, но в основном преимущественно все наши внутренние органы все должны быть щелочными. У крови, например, pH крови 7,35, 7,45. То есть слабо щелочная. Соответственно, дальше ткани, которые идут, они должны быть еще более щелочные. pH клетки где-то около 8 клеток нашего тела. Как это все делается. Поскольку мы уже говорили, что все движение молекул в нашем теле идет от более кислой среды к более щелочной, то поддержать щелочное состояние с помощью питья каких-то щелочных растворов невозможно. Почему? Потому что в тонкой кишке, где происходит всасывание всего, что мы съели или выпили, там кислая среда должна быть. А в крови, как мы сказали, слабощелочная. Соответственно, что именно тогда, когда в кишке кислая, а в крови щелочная, тогда молекулы двигаются из кишки в кровь, всасывание идет продуктов, которые мы съели. Если мы выпьем что-нибудь, какой-нибудь щелочной раствор и создадим в тонкой кишке щелочную среду, то всасывание происходить не будет. Будет, наоборот, все вытягиваться из крови, вытягиваться сюда в кишку. Понос таким образом получить можно. Защелочиться таким образом просто невозможно, потому что существует такая физиология движения молекул в нашем теле. Поэтому, когда люди говорят, что вы ешьте больше щелочной пищи, и тогда будете защелачиваться, или пейте всевозможные коктейли щелочные, будете защелачиваться. Нет. Через пищу, через питье, питание защелочиться невозможно. Защелочиться можно только восстановить щелочность своего организма путем убирания кислот из своего тела. Делается это с помощью
наружного какого-то обтирания именно вот этими щелочными растворами. То есть у нас существует 3 выводящие всю гадость из нас системы, которые выводят все то, что нашему телу не нужно. Первое – это кишечник, да, то есть то, что нужно было, там всосалось, то, что не нужно, выходит вместе со стулом. Вторая – это мочевыводящая система через почки, все, что всосалось в кровь, но не нужно нашему телу, и все продукты жизнедеятельности наших клеток выводятся через почки. Вот. Поэтому всегда моча у нас кислая. Всегда кислая. Вот. И существует 3-я система – потовые железы. То есть с потом у нас тоже идет выделение жидкости, которая содержит в себе вот то, что нашему телу не нужно, и в том числе кислоты. Поэтому пот у нас тоже всегда кислый, не бывает щелочным. Вот. Соответственно, если вы усиливаете мочевыделение, да, там побольше воды пьете, значит, вы побольше из себя выводите кислот. Если вы создаете какую-то теплую, горячую среду снаружи и начинаете потеть, то вместе с потом тоже из вас выходят вот эти лишние кислоты. Соответственно, когда лишние кислоты выходят, то, соответственно, их остается меньше, соответственно, ваша среда, ваши внутренние среды более щелочные. Вот. Можно не обязательно пользоваться баней там, или сауной, можно выводить через кожу кислоты с помощью щелочного раствора. То есть готовите стандартный щелочной раствор, как мы говорили, неполная чайная ложка наливается стаканом кипятка, размешивается, и потом этот раствор вечером перед сном наносите на сухую кожу, даете ему высохнуть, вот, и ложитесь спать. Площадь нашего тела где-то больше 2 квадратных метров. И аппликация, например, 8 часов вы спите, 8 часов время аппликации. За это время через потовые железы вытягивается вот этот содовый, нанесенный на кожу раствор, вытягивает на себя кучу кислот. Соответственно, утром встаете, омываетесь, тело промываете все, и все, вы довольны и счастливы. Таким образом, достаточно большая поверхность, достаточно большое время аппликации, и достаточно, получается, эффективный способ восстановления щелочности организма. Но тоже, конечно, это не разовое действие, не за один день, и не за 1 неделю, и даже, может быть, не за 1 месяц. Вот. Но если время от времени делать вот так периодически, во всяком случае, уменьшить степень закисления своего тела однозначно можно. Хотите разобраться, как работает ваше тело и что делать при самых разных заболеваниях? Курс «Энциклопедия здоровья» – это 200 видеоуроков от доктора Евгения Божьего. Все по алфавиту, удобно и понятно. Знания, которые помогают исцеляться. Ссылка в описании под видео. Вот что нужно сделать, чтобы вот это. Так, еще один момент. С течением времени, я не хочу сказать с возрастом, а именно с течением времени, мы накапливаем огромное количество так называемых забитых волокон. То есть что это такое? Мышца состоит из волокон. Мышца сжимается, мышца расслабляется. Сжимается, расслабляется. Вот. Чем больше и чаще мышца работает, то есть сжимается, расслабляется, тем больше в этой мышце накапливается волокон, которые, однажды сжавшись, дальше на всю оставшуюся жизнь остаются в зажатом положении. Они уже сами не расслабляются. Поэтому для того, чтобы быть здоровым, двигаться полноценно и хорошо себя чувствовать, нужно еще поддерживать в правильном состоянии свои мышцы. И это делается с помощью статических мышечных растяжек. Таким образом, дорогие друзья, активируя энергию, убирая стресс, восстанавливая щелочность своих внутренних сред и приводя свои мышцы в порядок, вы имеете возможность всегда быть здоровым, чего я вам и желаю. Всего доброго, будьте здоровы.